Здравствуйте! Сегодня я покажу вам фотографии, на которые попали довольно жуткие и малообъяснимые вещи. Приятного просмотра! Что может быть страшнее, чем увидеть ночью в парке нечто, что не поддается рациональному объяснению? Этот пользователь Reddit как раз оказался в подобной ситуации. Всего мужчина сделал 2 фотографии в ту ночь. На первом снимке вы видите дерево, и наверху на нем сидит что-то напоминающее жуткую фигуру, которая смотрит прямо в камеру. Более того, это существо со светящимися глазами. На втором фото этот силуэт сидит уже в другой позе и держится за дерево, но уже чуть пригнувшись, и все это время так и продолжает смотреть в объектив. Что именно получилось снять, сказать довольно трудно. Автор утверждает, что фото настоящее, а на самом снимке, по его мнению, лесной дух или, возможно, ведьма. В комментариях с различными версиями тоже не отстают. Одни поддерживают автора и считают, что это было что-то мистическое, а другие все-таки думают, что это было какое-то животное. Но подтверждения ни одной из теорий пока нет. Что вы знаете про лунатизм? Женщина, которая изображена на этом снимке, многое и не понаслышке. Она в последнее время, во время того, пока спит, садится и начинает что-то бормотать себе под нос. Но ее муж, похоже, понял причину столь странного состояния. Однажды муж решил сфотографировать ее, чтобы показать ей на утро, что она делала, пока спала. Эта женщина так себя ведет каждую ночь. У нее закрыты глаза, она спит, но обратите внимание на ее руки. Маленькая рука словно касается тыльной стороны ее рук. Образ руки словно парит в воздухе. В своем аккаунте женщина показала свой дом и свою комнату, тем самым дав понять, что это все и правда случилось у нее. Но кому же все-таки принадлежит эта рука? И почему этот кто-то хочет войти в контакт с этой женщиной, пока она спит? Или, возможно, даже хочет что-то ей передать? Без дополнительной информации это явление остается загадкой. Эта фотография была сделана внутри дома. В центре комнаты сидит женщина в откидном кресле, а на переднем плане появилось белое очертание, похожее на голову ребенка, причем измененной формы. Не похоже, что женщина видела это, но и это еще не все. Вот крыльцо этого дома и та самая женщина. Это стоп-кадр с камеры видеонаблюдения. Слева от нее, кажется, пробегает какая-то маленькая, тощая, непонятная фигура, возможно, с целью забежать в сам дом. Многие люди после публикации этих снимков в интернете начали предполагать, что у этого дома трагическая история. Поэтому столь странные явления попали на камеру. Сама женщина не знает историю этого дома, поэтому неизвестна причина столь жутких событий на снимках. Это фото сделано на предсвадебной вечеринке. Все произошло в Канаде. На снимке мы видим 2 мужчин, сидящих за столом, и за ними тоже стоит еще один мужчина, но важно то, что он полупрозрачный. У него короткие волосы и темные, будто кровавые губы. Силуэт парня также смотрит в камеру и ухмыляется. Фотография жуткая сама по себе. Она сделана на iPhone, на ней дядя и его племянник. И вот небольшая предыстория мужчины, который изображен слева на этом снимке.
Он в последнее время часто просыпался с царапинами у себя дома, а иногда они появлялись и просто так. Перед этим он чувствовал жжение в этом месте. Причина столь странных травм так и не была выявлена. А что конкретно касается этого снимка, то никто не видел, чтобы кто-то проходил около них или неожиданно появлялся в тот момент времени. Но жути нагоняет еще и то, что парни сидят почти вплотную к стене, и за их спинами просто не смог бы поместиться человек. Так что же это? Глюк камеры или в кадр и правда попало нечто необъяснимое? Решать вам. А на это фото, кажется, попала фигура, напоминающая солдата в старой военной форме. И эта ситуация довольно пугающая. Муж и жена решили сфотографироваться вдвоем. Но то, что попало на заднем плане на фото, привело их в ужас. Из леса на них смотрит фигура, похожая на силуэт мужчины. И кажется, он в военной форме. Присмотритесь внимательно. Можно разглядеть фуражку и что-то напоминающее мушкет. Сам силуэт нечеткий, и у него нет лица. Сначала пользователи предположили, что, возможно, это такое расположение веток. Но при приближении и детальном рассмотрении видно, что эта версия весьма маловероятна. Молодая пара, изображенная на этом снимке, говорит, что позади них точно не было в тот момент людей. Может ли это место быть бывшим местом битвы, который посещает дух умершего солдата? Пишите в комментариях свои предположения по этому поводу. Санаторий Вэйверли-Хиллз известен тем, что про него ходят жуткие легенды по всей Америке. По слухам, в нем обитают призраки. Первоначально это место открыли в 1910 году для больных туберкулезом, но сейчас там проводят экскурсии. В наши дни многие исследуют это место как источник паранормальной активности. Пользователь Reddit GhostGuy68 увидел в этом здании кое-что зловещее во время тура по этому месту. И кажется, то, что ему удалось снять, доказывает, почему это место так популярно среди любителей паранормального. Это фото сделано в этом санатории. Мужчине на периферии показалось, что около белого столба есть какое-то движение. Посмотрев туда и ничего толком не увидев, он решил сфотографировать это место. И вот что в итоге вышло. На этом снимке проявилась белая прозрачная фигура, чем-то напоминающая человека. Автор объяснил, что снимал все обычным цифровым фотоаппаратом без вспышки. Потом он увидел нечто странное на фото, затем осветлил его, и это стало конечным результатом. Фотографии маленьких детей должны оставлять память в жизни родителей. Но на некоторых со временем можно обнаружить то, что совсем не ожидаешь увидеть. И вот одно из таких фото. На изображении вы видите маленького ребенка, ползущего по полу. А в верхней части можно увидеть то, что совсем не выглядит обычным. Сверху тянется белая длинная рука в сторону ребенка. Вокруг самой руки еще, кажется, есть белые очертания. Дядя этого малыша говорит, что это фото оказывалось в разных частях дома само по себе. Его из людей никто не перетаскивал. И это происходило не раз. В итоге, как решение проблемы, семья приклеила фото в фотоальбом, чтобы оно больше не исчезало со своего места. На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю, и каждый решает сам, верить во все это или нет. До новых встреч!